С это Снежана, Снежана это С. Всем добро пожаловать на канал Bird Space. Всем привет, меня зовут Снежана, это канал Bird Space и с нами Голубчик. И сегодня будет эксклюзивное видео, потому что мы поговорим о попугаях в Индии. И рассказывать буду не я, а мой приглашенный гость. И да, это типичный представитель индийских кольчатых попугаев, который хочет оторвать и съесть дерево. Ну а мы с вами посмотрим кадры, как они живут в дикой природе. И давайте же мой гость представится. Hello, this is Navina. Привет! Это Навина, любитель птиц из Индии, страны с богатой дикой природой. Мне посчастливилось жить здесь, прямо рядом с национальным парком. Я буквально осознала, что задний двор моего дома был национальным парком во время моего пребывания в Мумбаи на протяжении почти 29 лет. Удивительно. Я проявляла большой интерес к попугаям и смогла наблюдать за их жизнью и средой обитания. Я много чего видела, и пребывание рядом с национальным парком и наблюдение за попугаями было повседневным делом. Национальный парк Гарден-Сити в Бангалоре, штат Карнатака. От национального парка до Гарден-Сити в Бангалоре, штат Карнатака, где я живу сейчас, я продолжаю наслаждаться компанией попугаев, как если бы они были моей родственной душой, и мой роман с ними продолжается. Я с удовольствием поделюсь информацией о попугаях, о видах, о поведении и жизни, и о многом другом. Дальше немного слов о тонкостях перевода. Parrot или parakeet запутались. Parakeets or parrots. Parrot – это слово используется чаще всего для попугаев, но в английском языке есть более детальная классификация видов. О ней можно узнать, посмотрев оригинал видео по ссылке в описании. А вот parakeet – это объединение нескольких видов с определенным набором характеристик, которое принято называть таким словом. Да, в английском все немножко сложнее, а может быть и нет. Спасибо вам большое, что вы согласились прийти и поделиться такой интересной информацией. И у меня есть для вас несколько вопросов. Расскажите нам, пожалуйста, какие виды попугаев есть в вашей стране? Какие виды попугаев есть в Индии? В среднем можно насчитать 10-12 видов. Самые часто встречаемые, пожалуй, ожереловый попугай, александрийский попугай и, конечно, сливоголовый попугай. В Мумбаи вы можете увидеть большую дикую популяцию очень красивого вида попугаев, известного как розовогрудый попугай. И, честно говоря, розовогрудый кольчатый попугай – это один из моих любимых видов попугаев. На самом деле они являются эндемиками и находятся на северо-востоке Индии, у подножья Гималаев или даже Андаманских островах. Есть и другие виды, которые являются эндемичными для уже других регионов Индии. Ну, как-то, пожалуй, так. Да, это действительно очень интересно, потому что точно такие же виды можно купить у нас, а там они буквально как голуби. У нашего гостя есть свои социальные сети, и ссылки на них я обязательно оставляю в описании. И следующий вопрос. Расскажите нам, много ли стай попугаев обитает в ваших окрестностях? Are there many flocks of parrots in the city? Много ли в городе стай попугаев? Да, на самом деле это очень большая популяция, которая приспособилась и живут среди городских пейзажей, и никто им не помеха. И можете ли вы, как местный житель, рассказать нам, как люди относятся в той стране, в которой живут попугаи, к этим самым попугайчикам? Люди обычно дружелюбны по отношению к попугаям и позволяют им жить рядом. Преимущественно птиц можно найти у кормовых деревьев или в местах, где есть изобилие продуктов питания, что, собственно, естественно. Расскажите нам, пожалуйста, кормят ли люди этих попугаев? И если кормят, то чем? You'll see people feeding them. Вы увидите, как люди кормят их зерном, например, проса, баджра, это жемчужная проса, жовар, сорго и другое проса. Чтобы утолить жажду, на подоконниках, балконах и террасах есть фрукты, лепешки и даже ставят воду. И также популярны ванночки для птиц или же бассейны, на всякий случай, если эти же самые попугайчики захотят освежиться. Впрочем, у них есть все необходимое для прекрасного сосуществования вместе. И, наверное, еще слегка странный вопрос. Могут ли люди есть этих попугаев? Странно, но давайте послушаем ответ. That's indeed a strange question.
О, на самом деле это безумно странный вопрос. Как любитель попугаев, это будет шокирующе. Исходя из моих знаний, люди не едят попугаев, поскольку на самом деле они являются частью дикой индийской природы, и любой, кто уничтожает их, будет по закону приговорен к тюремному заключению. Разное может быть по миру, но здесь такой. И вот еще интересно, боятся ли эти попугаи людей в природе? Are parrots afraid of people? Боятся ли птицы человека? Ну да, в дике боятся, и это правильно. В городских современных районах немного иначе. Птицы начинают сокращать дистанцию с человеком. Ну, конечно, если это все сравнивать с дикой средой. И да, стали бояться меньше. И следующий вопрос. Держите ли вы этих попугаев в качестве домашних питомцев? Я читала и разговаривала с несколькими людьми, которые держат и в том числе ожирелых попугаев дома, но интересен ваш опыт. Parakeets as pets. Птицы в качестве питомцев. Что же, со временем птицы становятся питомцами. К тому же считаются очень умным видом, которые даже способны обучиться говорить. Известны ли вам случаи браконьерства и вывоза этих птиц из страны? As a country with large Индия – это population, страна с большим населением, и, конечно, браконьерство существует. И особенно браконьерство птиц иногда появляется в новостях и СМИ. Браконьерство попугаев может быть не таким распространенным явлением по сравнению с другими птицами, но все же оно существует. Есть ли у вас магазины, зоомагазины, в которых можно купить попугаев? let wild be wild is Пусть what. дикое остается диким. Вот во что я верю. Продаются они в зоомагазинах или нет, и цену я, конечно же, не знаю. Поделитесь с нами, пожалуйста, какой ваш любимый вид попугая и почему? Я люблю всех попугаев, всех птиц. Я могу все же выделить нескольких. Кольчатые попугаи мне очень нравятся, возможно, потому что я провела очень много времени, наблюдая за ними. Еще мне нравятся совы и следующая райская мухоловка. И, конечно, другие птицы тоже обожаемы. Были ли у вас интересные случаи, связанные с попугайчиками, и какие? Есть несколько историй, которые я могу перечислить. Я постоянно наблюдаю и фотографирую ожирелых попугаев прямо с своей террасы. И здесь есть конкретно один ожирелый самец, который хочет забрать все внимание на себя и хочет, чтобы фотографировали только его все время. И когда я пытаюсь повернуть камеру в другую сторону, чтобы сфотографировать другую птицу, он начинает кричать и требовать все внимание себе. И только посмотрите, как это весело. И что же еще? Другая история, которая у меня есть. Это история о интересной стае попугаев, которую вы можете видеть прямо сейчас на видео. Видео с ними можно увидеть на ютубе. Оно набрало более 1 миллиона просмотров. И все еще набирает. И в эту стаю входят разные подвиды попугаев. И такое видео попросила себе немецкая компания для их проекта. И да, оно даже залицензировано. Так что вот такие вот интересные истории. В стране, в которой так много видов попугаев, есть ли хорошее, качественное ветеринарное образование? Ветеринарное образование. Да, Индия страна с богатой дикой природой, и в целом люди изучают основные предметы, в том числе и животноводство. И те, кто интересуется биологическими науками и другими темами, проводят свои исследования в области окружающей среды и дикой природы. И, конечно, здесь превосходные ветеринарные колледжи, которые можно закончить по интересующему конкретно вас направлению, да? Расскажите, пожалуйста, есть ли центры помощи птицам в Индии по спасению и реабилитации, а далее выпуску уже в дикую природу? Да, здесь много организаций и просто людей, которые заботятся о животных в целом. Нельзя сказать, что есть какие-то специальные центры, созданные только для спасения. И все же они делают это исходя из своего собственного желания и интересов, чтобы помочь обществу и сохранить дикую природу. Конечно, это должно быть оплачено, но тогда у тебя есть выбор. То есть ты можешь стать ветеринаром, получать за это вознаграждение, быть врачом и выбрать это как вариант карьеры.
С попугайчиками разобрались, но каких тогда животных в Индии часто держат как домашних питомцев? Однозначно коты и собаки. Попугаи уже будут следующим выбором в качестве домашнего питомца. Конечно, есть и другие животные, это нормально. Дома могут держать и кролика, и даже мышь. И да, такие животные тоже могут быть прекрасными домашними питомцами, не удивляйтесь. Скажите нам, пожалуйста, на каких деревьях чаще всего можно встретить этих самых попугаев? Наши владельцы стараются создать максимально хорошие и качественные условия своим птичкам. Польза жердочкой с корой неоценима для попугаев. А если у вас нет возможности самой сделать и предоставить птице качественные деревянные игрушки, то ссылку на Инстаграм с игрушками я оставлю в описании. Доставка по всему миру. From my urban experience, Исходя из моего опыта, их чаще всего можно встретить на жилых зданиях Мумбаи и на близлежащих деревьях, таких как манго, какао или шоколадное дерево, пальмы, спадотея или африканское тюльпанное дерево, да и много других деревьев, где их можно увидеть, где есть еда, там всегда можно найти попугаев. Как вы думаете, по вашим наблюдениям, что чаще всего едят эти попугаи? Какие плоды деревьев? На каком дереве их можно чаще всего найти и застать за поеданием коры? well, in the city or urban, В городе или современных районах, где обитают попугаи, они чаще всего питаются фруктами, такими как манго, чику или саподилла, папайя, гуава, мандийский тамарин, стручок козода, да и другое. Их можно увидеть на высоких пальмах или на других фруктовых деревьях, упомянутых выше, и других деревьев, которые могут быть источником пищи. Попугаи добывают еду. Есть ли у вас птичьи заповедники или птичьи парки? yes, there are plenty of bird sanctuaries. Да, очень много центров птиц в Индии, и я могу назвать несколько самых популярных. Например, национальный парк Киладео, Бхаратпури на севере Индии очень популярен. Заповедник дикой природы Кедарнатх, Чопта, Макку, Тунганатх, расположенный в Уттараханде, Большой ранний Куч, расположенный в Гуджарате, западный штат Индии. И на юге Индии у нас есть птичий заповедник Ранганатиту, птичий заповедник Такинат в Керале. Это всего лишь несколько популярных имен. Их очень много, и можно долго перечислять, конечно же. А что насчет традиций? Существуют ли традиции, связанные с птицами? I'm not aware of any. Я не знаю каких-нибудь специфичных, особенных традиций, связанных именно с попугаями, но стоит отметить, что попугаи заняли особое место в индуистской мифологии, и особенно кольчатые попугаи. Эти птицы ассоциируются с индуистским богом и богинями. Один индуистский бог Кама или Камадева, который является богом любви, в качестве транспортного средства использует, кстати, попугая. Down south here in India is depicted with a parakeet in her hand. И еще одна очень интересная традиция, которая используется тарологами. Птица позволяет вытянуть карту и, так сказать, она предсказывает судьбу человека, либо же помогает в предсказании. Да, вот такие вот интересные вещи. Спасибо большое, что вы поделились с нами этой интересной и полезной информацией. Но в свою очередь я прошу вас подписаться на канал, потому что будет еще очень много интересных проектов на нем. Также все ссылки на меня и на нашего приглашенного гостя я оставляю в описании. До скорых встреч. Всем пока-пока. Ну и вы всегда можете поделиться своим мнением об этом видео в комментариях. Пока. С это Снежана. Снежана это С. Подпишись, пожалуйста, на канал Bird Space.